Всем привет! С вами Ирина, и я рада вас приветствовать на своем кулинарном канале. Сегодня я предлагаю вам приготовить такие фаршированные перцы. По этому рецепту я готовлю перцы постоянно, поэтому делюсь с вами. Основные ингредиенты, которые нам понадобятся, это мясо либо фарш, болгарские перцы, рис, зелень, морковь, лук, томат или томатная паста, также соль и специи по вкусу. Для фаршированных перцев лучше всего брать говядину, но у меня уже в морозилке был перекрученный свиной фарш, поэтому я просто его взяла и разморозила. И сейчас я буду добавлять в него лук. Если перекручиваете мясо на мясорубке, то и лук тоже вместе с мясом сразу перекручиваете. Но так как у меня мясо уже перекручено, я буду делать по-другому. Лук для фарша я нарежу немного, так скажем, крупно. То есть такими кусочками. Количество используемых мной ингредиентов я оставлю в описании под этим видео. Перекладываю в чашу блендера и хорошо измельчаю миксером. Получается такая кашица, и это удобный способ, когда не хочется пачкать мясорубку. Быстренько измельчил лук и все. Готовый фарш я добавляю измельченный лук. Немного риса, я его заранее промыла проточной водой. Соль по вкусу. Специи тоже по вкусу, у меня черный молотый перец. Обязательно подписывайтесь на мой канал, у меня много простых и вкусных рецептов, как на каждый день, так и праздничные блюда. Есть вкусная выпечка, простая, пироги, кексы и также торты. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Теперь все это хорошо перемешиваем. Готовый замороженный фарш я, кстати, размораживаю в холодильнике. Просто оставляю на ночь, потому что таким способом фарш, мясо дает меньше жидкости. Начинка для фаршированных перцев готова. Затем болгарские перцы. Свежие перцы нужно очистить от семян и плодоножки, но также я буду использовать и замороженные заготовки. А уже очищенные такие вот красавчики замороженные перцы. У свежих перцев я вырезаю ножки и очищаю все от семян. Так аккуратненько срезаю и вытаскиваю. То же самое проделываю со всеми перцами. Следующим этапом наполняем перцы фаршем. Сильно я не утрамбовываю, но и таких явных пустот тоже не оставляю. Свежие перцы и замороженные то же самое. Перцы нафаршировали, у меня получилось 8 штук, у вас может получиться и другое количество, потому что размер перцев у всех разный. Теперь мы подготовим оставшиеся овощи. Одну луковицу нужно очистить, вымыть и мелко порезать. Одну небольшую морковь нужно очистить, вымыть и натереть на крупной терке. Зелень, у меня пучок петрушки, тоже мелко нарезаем. На этом подготовительный этап окончен. Это блюдо идеально готовить в казане, но казана у меня нет, поэтому я буду готовить в кастрюле. Добавляем немного растительного масла, высыпаем измельченный лук и обжариваем его, пока лук не станет прозрачным. Если вы хотите, то можно все обжарить сначала отдельно и потом переложить в кастрюлю, но я этого не делаю. Таким образом лук обжариваем пару минут. Далее добавляем натертую морковь и обжариваем еще 2-3 минуты до золотистого цвета.
Обязательно поставьте лайк этому выпуску, напишите комментарий и не забывайте подписываться на канал. Сейчас это лучшая мотивация для меня снимать новые рецепты для вас. Лук с морковкой обжарились. Посмотрите, появилась золотистая корочка. Теперь сюда я добавляю томат. Это домашний томат. Вы можете добавить, например, томатную пасту, пару ложечек. Высыпаем зелень, соль по вкусу, молотый черный перец. Также можно добавлять специи, которые вам нравятся. Я добавлю еще немного острого перца. Пару лавровых листочков. Наливаем немного воды. Этим бульоном должны закрыться наши перцы. То есть, чуть меньше половины наливаю. Обязательно пробуйте на соль. Если недостаточно, то добавьте еще. Если все хорошо, можно закладывать перцы. Теперь распределяем перцы в бульоне в кастрюле. Получилось идеальное количество. Все накрываем крышкой и доводим до кипения. После закипания тушим перцы примерно 50 минут на медленном огне. Можно даже час, потому что у нас в начинке свинина. Прошел час. Открываем. Посмотрите, какие красивые, хорошие перцы. Рис сварился, мясо приготовилось. Все отлично. Выключаем огонь и даем им немного постоять. После этого подаем горячими на стол. Выбрала для вас самый крупный перец для того, чтобы показать его в разрезе, что он пропекся идеально. Посмотрите, сочный рис сварился, мясо протушилось. То есть все идеально. Перец сам не жесткий. Такие перцы подойдут абсолютно под любой гарнир. Если вам понравился рецепт, то обязательно поддержите его лайком, напишите добрый комментарий, задавайте свои вопросы. И всем приятного аппетита!